Здравствуйте, друзья! Природа вновь напомнила нам о своей мощи. За последние сутки мир пережил серию катастроф – ураганы, штормы и наводнения. Все это сигнал того, что Земля меняется прямо у нас на глазах. И то, что произошло за последние сутки, заставляет задуматься, выдержит ли планета такой темп. И переносимся в Австралию. Тропический циклон Фина, ставший одним из самых ранних серьезных штормов в сезоне, обрушился на северное побережье Австралии и прошел в непосредственной близости от города Дарвин. Хотя изначально сообщалось, что Фина достигнет Дарвина как циклон второй категории, проходя над аномально теплыми водами Тиморского моря и залива Ван Димен, он набрал дополнительную мощность. В эпицентре тропического циклона скорость устойчивых ветров достигала 130 км в час, а порывы – до 205 км в час. Фина прошла всего в 45 километрах к северу от Дарвина вечером 22 ноября. При этом наиболее разрушительное ядро затронуло Тиви и полуостров Кобург. По всей северной территории наблюдаются значительные разрушения. Сообщается о поваленных деревьях, серьезном повреждении знаков и рекламных щитов. В ряде пригородов Дарвина и на островах Тиви произошли массовые отключения электроэнергии. Международный аэропорт Дарвина был закрыт, все рейсы отменены. Паромное сообщение с островами Тиви и Мандорой приостановлено. Жителям Дарвина и близлежащих районов было рекомендовано немедленно найти безопасное укрытие и оставаться в своих домах. Бюро метеорологии Австралии предупредило о риске внезапных наводнений из-за ожидаемых осадков до 300 мм, местами до 500 мм. Фина стал первым серьезным циклоном, приблизившимся к Дарвину с момента циклона Маркус в 2018 году. Власти продолжают мониторинг ситуации, поскольку циклон движется в сторону Тиморского моря, где может продолжить усиливаться. Пожар на крупном панамском контейнеровозе Уан Хенри Хадсон вспыхнул в ночь с 21 на 22 ноября в порту Лос-Анджелеса. Согласно данным пожарных команд, все началось с возгорания электропроводки около 18:38 по местному времени в пятницу в нижних отсеках у причала терминала Юсен Контейнер Терминал в Сан-Педро. Ситуация быстро обострилась, огонь распространился на несколько уровней и затронул грузовые отсеки, в которых находились опасные материалы. Примерно в 19:58 на средней палубе произошел взрыв, который вывел из строя электроснабжение, освещение и работу портового крана, что осложнило тушение в условиях почти полной темноты. На место происшествия прибыли более 100 пожарных из пожарных служб Лос-Анджелеса и Лонг-Бич при поддержке береговой охраны США. В связи с задымлением и потенциальной угрозой химического заражения воздуха для жителей близлежащих районов Сан-Педро и Уилмингтона был введен временный режим самоизоляции, а судно было отбуксировано от причала на якорную стоянку за пределами волнореза, чтобы предотвратить распространение огня на береговую инфраструктуру. Все 23 члена экипажа были благополучно эвакуированы, а пострадавших не сообщается. Инцидент привел к временному закрытию 4 из 7 контейнерных терминалов порта Лос-Анджелеса, однако к утру субботы работа порта была полностью возобновлена. По состоянию на утро воскресенья пожарные продолжают работы по полному подавлению огня, используя специализированное оборудование и дроны для тепловизионного мониторинга. В ночь на субботу на западной области Украины обрушился мощный снегопад, который принес с собой первые признаки настоящей зимы. Особенно сильно стихия затронула Львовскую, Волынскую и Ивано-Франковскую области.
Снег начал активно идти еще вечером 21 ноября, а к утру 22 ноября во Львове сформировался снежный покров высотой от 5 до 15 сантиметров. В отдельных районах Львовщины и Прикарпатья высота снега достигала 20-30 сантиметров. Из-за налипания мокрого снега и падения веток были повреждены линии электропередач, что привело к обесточиванию 159 населенных пунктов только во Львовской области. На дорогах образовалась сильная гололедица, что значительно усложнило движение транспорта. Коммунальные предприятия Львова перешли на усиленный режим работы. Власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявили штормовое предупреждение и призвали водителей быть предельно осторожными. По прогнозам Укргидрометцентра, снегопады и гололедицы сохранятся на западе страны и в воскресенье, с последующим резким снижением температуры, что может усугубить ситуацию на дорогах. Жителей просят по возможности воздержаться в эти дни от поездок на личном транспорте. Город Хатьяй, крупный коммерческий центр на юге Таиланда, столкнулся с одним из самых сильных наводнений в своей истории. После нескольких дней непрекращающихся ливней власти муниципалитета объявили красный уровень тревоги, призвав жителей 103 общин немедленно эвакуироваться в безопасные зоны. Ситуация резко обострилась в субботу, когда вода хлынула в основные коммерческие районы города. По данным властей города, с 19 ноября в регионе выпало 595 миллиметров осадков. Этот показатель уже превысил общее количество осадков, зафиксированное во время крупных наводнений 2000 и 2010 годов, что подчеркивает исключительную серьезность нынешнего стихийного бедствия. Уровень воды в центральных районах города достиг 40-60 сантиметров, сделав основные дороги непроходимыми. Главная трасса Канчинаванит между Хатьяем и Сханкла затоплена. Аэропорт Хатьяя закрыт. Авиакомпании объявили о специальных мерах поддержки для пассажиров, чьи рейсы были отменены до 28 ноября. Около 4000 малазийских туристов оказались заблокированы в отелях города, поскольку основные выездные дороги отрезаны. Власти совместно с Ассоциацией отелей Хатьяя организуют доставку еды и эвакуацию застрявших гостей на лодках. Спасательные службы работают круглосуточно в усиленном режиме. Власти призывают жителей переместить ценные вещи и документы на возвышенности, соблюдать осторожность и следить за официальными оповещениями. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Резкое ухудшение погодных условий, вызванное ледяным дождем и сильным гололедом, привело к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям и транспортному коллапсу на федеральной трассе М5 Урал, а также на региональных дорогах Челябинской, Свердловской областей и Башкортостана. Наиболее сложная обстановка сложилась на участке между Уфой и Челябинском. За 21 и 22 ноября здесь произошла серия серьезных инцидентов. Госавтоинспекция была вынуждена ввести временные ограничения и перекрытия на ряде участков трассы из-за невозможности обеспечения безопасного движения. В связи с критическими условиями на дорогах Госавтоинспекция Челябинской области и Башкортостана призвала водителей по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте. На трассах работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы, но интенсивность осадков и мгновенное образование ледяной корки затрудняют обработку дорожного полотна. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий с осадками в виде ледяного дождя и мокрого снега на большей части Южного и Среднего Урала в ближайшие сутки. В Южной Корее возбуждено уголовное дело в отношении членов экипажа парома, который следовал в порт Макпхо и совершил наезд на небольшой необитаемый остров. Паром, на борту которого находились 267 человек, двигался по запланированному маршруту к побережью провинции Чолла-Намда. По данным береговой охраны и следствия, рулевой, ответственный за навигацию, использовал свой мобильный телефон во время движения судна под управлением автопилота.
Когда он спохватился и заметил опасность, времени на маневрирование уже не оставалось, судно на полном ходу врезалось в скалистый берег острова. Благодаря оперативной работе экстренных служб и экипажа удалось провести быструю эвакуацию всех пассажиров. Большинство из них не пострадали. Лишь несколько человек получили легкие ушибы и ссадины, им была оказана медицинская помощь на месте. В отношении рулевого и первого помощника капитана парома возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении правил безопасности судоходства. Им грозят серьезные последствия, включая возможное тюремное заключение. Сильный пожар охватил обширные территории сухой травы и кустарников в горной местности между городами Чамбарак в Гегар-Куникской области и Ттуджур в Арагацонской области, Армении. Пожар быстро разросся из-за труднопроходимого горного рельефа и сильного ветра и подобрался к границе с Тавушской областью. По данным спасательной службы МВД Армении, огонь охватил около 70-80 гектаров травянистой территории. К тушению были привлечены 5 пожарных расчетов, а затем силы были значительно увеличены. В общей сложности в операции участвовали 243 спасателя из Гегар-Куникской, Ларийской, Катайской, Тавушской областей и Еревана. На данный момент основные очаги возгорания взяты под контроль. Проводятся работы по ликвидации оставшихся тлеющих участков. Причина пожара пока не названа, но официальные лица ранее отмечали, что 95% пожаров в Стреме вызваны человеческой деятельностью. Регион Пьемонт на севере Италии столкнулся с первыми серьезными зимними снегопадами сезона. В течение последних дней обильные осадки привели к значительному снежному покрову как в горных, так и в некоторых равнинных районах. На средних высотах в Роккавионе выпало около 30 сантиметров снега. В долинах Кунео толщина покрова достигла 15 сантиметров, а в высокогорных районах Альп Кунео зафиксировано до 80 сантиметров свежего снега. Снегопад создал сложные условия на дорогах региона. Хотя для горнолыжных курортов эти осадки стали хорошей новостью, для транспортной инфраструктуры они обернулись проблемами. Службы гражданской обороны и дорожные службы приведены в состояние повышенной готовности. Согласно прогнозам синоптиков, непогода в ближайшие дни не отступит. В понедельник ожидаются новые снегопады. При этом осадки в виде снега ожидаются и в равнинных районах Пьемонта. На филиппинском острове Катандуэнос произошел сход оползня в районе муниципалитета Вига, что привело к блокировке жизненно важной дороги и нарушению транспортного сообщения. Оползень сошел на участке между районами Пунта-Вера и Саграда вдоль кольцевой дороги Катандуэнос. Дорога в настоящее время непроходима для всех типов транспортных средств. Причиной исхода грунта стали проливные дожди, которые принесли значительные осадки на Филиппины в последние дни. Этот оползень произошел на фоне продолжающегося восстановления региона от последствий супертайфуна Фунгвонг, который обрушился на Катандуэнос в начале ноября. Жителям и водителям рекомендуется избегать затронутых участков до официального восстановления проезда. В то время как другие части Северной Италии в последние дни страдали от наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, Камаккио в регионе Эмилия-Романья столкнулся с экстремальным градовым штормом. Плотный слой града толщиной до 10 сантиметров сделал дороги непроходимыми, парализовав движение в городе и его окрестностях. Значительное накопление льда и интенсивность явления привели к повреждению автомобилей, кровли, зданий и инфраструктуры. Местные службы экстренной помощи были мобилизованы для расчистки дорог и оценки ущерба. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. В этом году Китай совершил значительный прорыв в области экстренного реагирования, внедрив технологии беспилотных летательных аппаратов в повседневную практику пожаротушения. Дроны стали заметной и эффективной частью арсенала китайских пожарных служб, особенно при борьбе с возгораниями в труднодоступных местах, таких как высотные здания и леса.
Для тушения высотных пожаров используются специальные привязные дроны, способные поднимать пожарные шланги на высоту до 151 метра, что превышает традиционные ограничения стандартных пожарных лестниц. Эта технология позволяет сэкономить критически важное время на развертывание оборудования и снижает риски для личного состава. На данный момент технология еще проходит испытания, но уже сейчас отмечается ее высокая эффективность. Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, продолжается, и в последние дни ситуация осложняется погодными условиями. Территория вокруг кратера и вблизи русел рек покрыта дождем, что повышает риск схода опасных вулканических селевых потоков или лохаров. На реке Лананг уже были замечены сходы лохаров. Потоки вулканических обломков прошли расстояние до 13 километров от вершины Семеру. Местные власти и экстренные службы выпустили экстренное предупреждение для всех, кто находится или работает в бассейне реки и вокруг нее, особенно на реке Лананг. Им рекомендуется проявлять особую осторожность и бдительность. Сильные дожди, обрушившиеся на столицу Колумбии, привели к значительным проблемам с движением транспорта и масштабным затоплением в различных районах города. По данным Института управления рисками и изменения климата, интенсивность осадков достигла критической отметки. Всего за 1 час в некоторых районах Боготы выпало до 60 мм осадков. Это привело к тому, что ливневые системы города не справились с потоком воды. Хлынувшие потоки затопили низинные районы города и ключевые транспортные артерии. В целях безопасности была временно приостановлена работа системы общественного транспорта и подвесной канатной дороги, которая обеспечивает связь между бедными районами и центром города. Власти призвали жителей по возможности оставаться дома и соблюдать крайнюю осторожность на дорогах из-за высокого риска аварий и сохраняющихся угроз затопления. Город Вилья-Мария, расположенный в центральной аргентинской провинции Кордова, подвергся удару мощного шторма. Шторм сопровождался интенсивным выпадением града, который покрыл улицы плотным слоем, напоминающим снег. Некоторые градины достигали размеров, способных нанести серьезный ущерб. Имеются многочисленные сообщения о повреждении автомобилей, припаркованных на улицах, а также о пробитых крышах и оконных стеклах в домах. Накопление большого количества льда на дорогах и сильный ливень привели к затоплению улиц и затруднению движения транспорта. Сообщалось о падении деревьев и повреждении линий электропередач, что привело к локальным отключениям электричества. Информации о серьезных травмах среди населения не поступало. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.